Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно – разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. 21 января столичный регион Греции Аттика оказался во власти разрушительного шторма, который вызвал масштабные наводнения и парализовал жизнь в южных пригородах Афин. Эпицентром стихии стал прибрежный район Глифада, где аномальные ливневые дожди за считанные часы превратили основные транспортные артерии в полноводные реки и озера. Особенно критическая ситуация сложилась в Верхней Глифаде. Бурлящие потоки воды полностью затопили две автозаправочные станции и заблокировали десятки автомобилей, владельцы которых были вынуждены бросать свои транспортные средства прямо посреди проезжей части. Греческие власти выпустили серию предупреждений для жителей и гостей региона, настоятельно призывая избегать поездок в южные пригороды Афин из-за экстремального повышения уровня воды и риска внезапных паводков. Движение по ключевым дорогам Аттики было официально приостановлено. В ряде муниципалитетов решением префектуры закрыты школы и государственные учреждения. По данным метеорологов, данный шторм характеризуется крайне высокой интенсивностью осадков, сопровождаемых грозами и шквалистым ветром, что существенно затрудняет работу спасательных бригад и муниципальных служб, пытающихся откачать воду из затопленных подвалов и коммерческих помещений. Ситуация в Глифаде остается напряженной. Синоптики прогнозируют сохранение нестабильных погодных условий до полудня четверга. Жителей призывают оставаться в помещениях и следовать указаниям сил гражданской обороны до полной стабилизации гидрологической обстановки. Испанию потрясла вторая за 3 дня железнодорожная катастрофа. В Каталонии, примерно в 35 километрах к западу от Барселоны, пригородный поезд сошел с рельсов. Трагедия произошла около 21 часа по местному времени на перегоне между станциями Гелида и Сант-Садурни-де-Нойя. Причиной крушения стал масштабный оползень, вызванный экстремальными ливнями шторма Гаррии, который привел к обрушению бетонной подпорной стены непосредственно на пути перед движущимся составом. Основной удар пришелся на кабину машиниста и первый вагон. В результате столкновения погиб 27-летний машинист-стажер, еще 37 пассажиров получили ранения, при этом состояние 5 из них оценивается как тяжелое. Этот инцидент произошел на фоне национального траура по жертвам еще более масштабной катастрофы, случившейся 18 января в провинции Кордова, недалеко от города Адамус. Там скоростной поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов на прямом участке пути и вылетел на встречную колею, где в него на скорости около 200 км в час врезался встречный состав. Число погибших в этой аварии к 21 января возросло до 43 человек, а количество раненых превысило 480 человек. Череда смертельных аварий вызвала волну критики в адрес состояния железнодорожной инфраструктуры Испании и спровоцировала общенациональную забастовку профсоюза машинистов. Движение поездов в Каталонии и на высокоскоростных линиях в Андалусию остается существенно ограниченным. Мальта оказалась во власти мощного средиземноморского шторма Гарри, который принес на архипелаг разрушительные ветры, экстремально высокие волны и масштабный штормовой нагон. Наиболее сокрушительный удар стихия нанесла по восточному побережью острова, где в районе Марса-Скалы гигантские волны беспрепятственно преодолевали набережные, затапливая жилые и коммерческие здания. Мощные потоки морской воды в сочетании с ураганными порывами ветра нанесли серьезный ущерб городской инфраструктуре
инфраструктуре. На прибрежных улицах были буквально смыты участки тротуаров, разрушена уличная мебель и вырваны секции металлических ограждений променадов. В портовых зонах зафиксированы разрушения небольших пирсов и повреждения маломерных судов, которые сорвало с креплений. Шторм спровоцировал транспортный и энергетический коллапс в ряде прибрежных общин. Падение деревьев и обрывы линий электропередач привели к временным отключениям света и блокировке ключевых дорог. Из-за опасных условий на море были полностью отменены паромные переправы между Мальтой и Годза, а также приостановлено международное сообщение. Власти архипелага распорядились закрыть часть школ и ограничить движение транспорта в наиболее уязвимых зонах, чтобы минимизировать риски для населения. Несмотря на масштабные разрушения и повреждения десятков автомобилей, оказавшихся в зоне затопления, власти сообщают об отсутствии серьезных травм среди жителей, что стало возможным благодаря своевременному выпуску метеопредупреждений. Сегодня шторм Гарри начал отступать. Коммунальные службы приступили к масштабной расчистке набережных от нанесенного песка, камней и мусора. Ведется оценка общего материального ущерба, нанесенного туристическому и частному секторам. 18 января в аргентинском городе Комодоро-Ривадавия произошел масштабный оползень на южном склоне холма Эрмитте, который привел к серьезным разрушениям в районе сейсмографика. По данным геологических служб, движение грунта затронуло территорию протяженностью около 1500 метров и шириной 400 метров, вызвав глубокие трещины в почве и деформацию дорожного полотна. В результате природного бедствия около 100 домов были полностью разрушены или получили критические повреждения. Оползень возник в ранние утренние часы воскресенья, когда жители района Маскони начали сообщать о внезапных трещинах в стенах и утечках газа, вызванных смещением пластов земли. Более 90 семей были экстренно эвакуированы силами муниципальных служб, а общее число пострадавших домохозяйств, по предварительным оценкам, превысило 200 единиц. Власти города объявили в пострадавшем районе чрезвычайное положение, полностью закрыв доступ к опасной зоне из-за сохраняющейся нестабильности склона. Специалисты связывают активизацию оползня с многолетней эрозией почвы и антропогенным воздействием, которые были усилены климатическими изменениями в регионе Патагонии. Городская администрация Комодоро-Ривадавия начала разработку плана по предоставлению временного жилья и последующего переселения семей, так как район сейсмографика был официально признан непригодным для восстановления жилой застройки. На текущий момент территория холма Эрмитте находится под непрерывным мониторингом. Датчики фиксируют продолжающееся движение грунта в сторону прибрежной зоны. В чилийском регионе Ла-Арауканья в секторе Эль-Линге коммуны Пурен в эпицентре масштабного лесного пожара возник огненный торнадо. Сочетание аномально высокой температуры воздуха, низкой влажности и резких порывов ветра создало идеальную среду для возникновения локального вихря. В результате интенсивного нагрева земной поверхности образовались мощные восходящие потоки, которые подхватили плотные массы дыма и раскаленного воздуха, закрутив их в высокую воронку, визуально практически неотличимую от классического атмосферного торнадо. Специалисты поясняют, что данное явление, хотя и выглядит крайне эффектно, по своей природе является огненным вихрем, порожденным специфической пожарной активностью, а не грозовым фронтом. Инцидент произошел в период, когда регион Ла-Арауканья находится в состоянии чрезвычайной ситуации из-за неконтролируемых лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам и уникальным природным экосистемам. Вихрь вызвал серьезную обеспокоенность у экстренных служб, так как подобные процессы способны непредсказуемо изменять направление распространения огня и переносить горящие угли на значительные расстояния, создавая новые очаги возгорания. В коммуне Пурен сохраняется режим повышенной готовности. Пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем, осложненную нестабильными метеорологическими условиями. Тунис столкнулся с катастрофическими наводнениями, вызванными самыми мощными за последние 75 лет ливнями.
Аномальные для зимнего сезона осадки, интенсивность которых метеорологи сравнивают с рекордами 1950 года, привели к масштабному инфраструктурному коллапсу на севере и северо-востоке страны. В отдельных регионах, включая провинции Тунис, Ариана, Бен-Арус, Мануба, Бизерта и Набёль, за 48 часов выпало более 200-220 мм осадков. Стихия унесла жизни как минимум 4 человек. 1 человек погиб в провинции Мануба и 3 в прибрежной провинции Монастир. Власти страны объявили максимальный уровень опасности в пострадавших регионах. Президент Каис Саид распорядился мобилизовать вооруженные силы для оказания помощи гражданскому населению и ликвидации последствий стихии. Наводнения парализовали жизнь в мегаполисах. В столице и ряде крупных городов, таких как Набёль, Сус и Беджа, были отменены занятия в школах и университетах, приостановлена работа судов и государственных учреждений. Подразделения гражданской обороны провели более сотни операций по эвакуации застрявших автомобилей и спасению людей из затопленных низинных кварталов. Около 450 семей были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в пунктах временного пребывания. Из-за критического подъема уровня воды и скопления мусора в ливневых каналах многие районы оказались фактически отрезанными от внешнего мира. На сегодняшний день ситуация в регионе остается напряженной. Несмотря на прогнозируемое ослабление дождей, уровень воды в реках снижается медленно. Экстренные службы продолжают восстановительные работы на национальных трассах и объектах энергоснабжения. «20 января на восточные регионы Ливии обрушилась песчаная буря, ставшая одной из самых мощных за последние годы. В эпицентре стихии оказался город Бенгази, где скорость ветра достигала 100 км в час, что спровоцировало подъем колоссальных масс песка и пыли в нижние слои атмосферы. Видимость на дорогах мгновенно упала практически до нулевых значений, превратив передвижение пешеходов и транспорта в смертельно опасное занятие. Город погрузился в плотную оранжевую завесу, из-за которой очертания зданий и дорожная инфраструктура не просматривались на расстоянии даже нескольких метров. Разгул стихии привел к трагическим последствиям и масштабным разрушениям. Согласно официальным сводкам, 1 человек погиб в результате обрушения потолочных перекрытий в жилом доме, не выдержавшем ветровой нагрузки. Еще около 15 жителей получили травмы различной степени тяжести. Ураганные порывы ветра спровоцировали массовые обрывы линий электропередач, оставив без энергоснабжения значительную часть Бенгази и прилегающих поселков. Власти Ливии ввели режим чрезвычайного положения, было полностью приостановлено авиасообщение в международном аэропорту Бенина, закрыты образовательные учреждения и введены жесткие ограничения на передвижение по городским магистралям. Сегодня ситуация в регионе стабилизировалась, в городе ведутся масштабные работы по очистке улиц от нанесенного песка. Западные регионы Алжира столкнулись с разрушительными последствиями мощного штормового фронта, принесшего в провинцию Релизан аномальные осадки. Проливные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в руслах, что привело к внезапным паводкам и затоплению жилых кварталов. В результате разгула стихии погиб 1 человек. Десятки домов в сельских и городских районах оказались подтоплены. Власти объявили в регионе чрезвычайную ситуацию, направив в наиболее пострадавшие районы команды спасателей. Была создана специальная комиссия для координации спасательных работ и мониторинга гидрологической обстановки на плотинах региона. Разгул стихии также парализовал транспортную инфраструктуру. Несколько участков национальных дорог, связывающих Релизан с соседними провинциями, стали непроходимыми из-за скопления ила и камней, нанесенных паводковыми водами. К утру 21 января интенсивность осадков снизилась, однако метеорологическая служба Алжира сохранила оранжевый уровень опасности для северных и западных частей страны, предупреждая о риске новых внезапных наводнений.
В Рилизане продолжаются работы по очистке улиц от мусора и оценке ущерба, нанесенного частному сектору. Правительство страны пообещало оказать необходимую помощь пострадавшим семьям. В свою очередь, специалисты указывают на необходимость срочной модернизации дренажных систем и укрепления берегов сухих русел рек для предотвращения подобных катастроф в будущем на фоне меняющегося климата. Власти призывают граждан проявлять максимальную осторожность и избегать пересечения затопленных участков дорог. На фоне катастрофических наводнений в южноафриканской провинции Лимпопо кадры героического спасения слоненка его матерью стали символом стойкости перед лицом природной стихии. Инцидент произошел в северной части региона, которая наиболее сильно пострадала от разлива рек, вызванного затяжными ливнями. Из-за резкого подъема уровня воды в одном из притоков реки Лимпопо стадо слонов оказалось разделено бурным потоком. Маленький слоненок, пытаясь следовать за взрослыми особями, не справился с сильным течением, и его начало уносить вниз по реке. На помощь детенышу немедленно пришла его мать. Она смогла заблокировать движение потока своей массой и своим хоботом и головой начала подталкивать слоненка к пологому берегу. Специалисты национальных парков отмечают, что нынешние наводнения стали серьезным испытанием для местной фауны. Многие животные оказались заблокированы на островках суши, а молодняк крупных млекопитающих подвергается наибольшему риску. Несмотря на продолжающиеся дожди, экологи надеются, что большинство стад слонов сможет адаптироваться к изменяющимся условиям и переждать пик наводнения на безопасных участках. Сотрудники МЧС Саратовской области провели необычную спасательную операцию на льду Волги в районе города Вольск, выручив из беды косулю. Дикое животное оказалось в ловушке на идеально гладкой поверхности замерзшей реки. Из-за отсутствия снежного покрова копыта косули постоянно разъезжались, и она не могла сделать ни одного шага в сторону берега. Обессиленное животное часами лежало на льду, рискуя погибнуть от переохлаждения или стать легкой добычей бродячих собак. Заметившие косулю очевидцы вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на место на судне на воздушной подушке. Дикое животное было успешно доставлено к береговой линии, где его выпустили в естественную среду обитания. Оказавшись на твердой почве, косуля, явно довольная благополучным исходом, быстро скрылась в ближайшем лесном массиве. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.